Митрополит Иоанн Венланд, духовный руководитель отца Глеба, вспоминал, что жизнь его и других верующих в 30-е годы была, с одной стороны, глубоко церковной, с другой – активно-гражданской. Невидимые монахи и священники были включены в жизнь мира, в жизнь страны, и вместе с ней переживали ее взлеты и невзгоды. Те, кто окружал будущего отца Глеба, были внутренне свободны. Они знали, что за ними могут прийти, что они станут следующими, и они отдавали себя в руки Божии. Только так можно было изгнать из сердец человеческий страх. Они сами творили новые формы – монашество без стен и одежды и священство без храмов. Творчество и свобода в их жизни шли рука об руку. Отец Глеб вырос в христианской атмосфере 30-х годов. Мученичество было рядом. Он знает о тайных монашеских общинах Петрограда 20-х и Москвы 30-х-50-х годов. Он помнит о тайном служении своего духовника отца Владимира Амбарцумова и сам принимает эстафету тайного священства от владыки Иоанна Венланда. Биография отца Глеба – это мостик от ушедших в подполье христианских студенческих кружков к среднеазиатской общине владыки Гурия Егорова. Он один из тех, кто сегодня свидетельствует о непрерывности и удивительной полноте жизни верующего народа в эпоху гонений. Россия осталась христианской страной не только потому, что сотни тысяч христиан приняли смерть, засвидетельствовав свою веру, а потому что еще сотни тысяч, а может быть и миллионы, были готовы занять их место. Отрок и юноша Глеб был к этому готов. От опыта жизни среди поколения мучеников возникает переход к военному опыту рядового Глеба Коляды. Предание себя в руки Божии было главным деланием и даром, полученным им среди огня и смертей. У меня есть глубокое ощущение, что для меня лично не нужны ровики, ибо то, что будет со мною, совершенно не зависит от них. Все дело в том, что я обладаю ощущением своей защищенности. Этот опыт дал ему внутреннюю свободу, как и его предшественникам в 20-е и 30-е годы. Но и его занятия наукой, которой он посвятил всю жизнь, тоже были путем духовного роста, способом познания премудрости Творца, прикосновения к тем законам, по которым Бог построил мир. Это было, как сказал сам отец Глеб, чтение книги творения. Принятие тайного священства было исполнением пройденного пути. Он встал в ряд со своими отцами, а его домашняя церковь получила свой престол. Так опыт хождения перед Богом трансформировался в опыт предстояния перед Ним. Четыре года открытого служения стали временем, когда, по словам Лидии Владимировны, супруги отца Глеба, его невозможно было сдержать. Сегодня кажется, что он стремился поделиться с теми, кто его окружал, всем духовным богатством, накопленным русской церковью в XX веке. Его приход в Бутырскую тюрьму тоже не был случайен. Через нее прошли мученики. Он мог предполагать, что здесь был отец Владимир Амбарцумов, о судьбе которого тогда еще не было известно. Он знал, что здесь точно был отец Георгий Лавров, духовник Лидии Владимировны. Их незримое присутствие он ощущал в этих стенах. И отец Глеб идет послужить тем, кто пришел на их места, на их нары. И, возможно, в служении им он служил памяти тех, кто был здесь ранее. А еще он учил этих людей той свободе, которую принесли в стены Бутырской тюрьмы православные мученики.
свободе, которую стяжал сам отец Глеб, свободе, которая в конечном счете позволила бы нынешним зэкам сбросить оковы их собственных страстей. Кажется, что именно опыт христианской свободы, помноженный на опыт литургической молитвы за мир в течение 18 лет тайного служения, дал отцу Глебу то, что делало его таким притягательным. Он не боялся себя самого. Ему не нужно было играть роли, быть индивидуальностью. Перед теми, кто узнал его в 90-е годы, он предстал как личность. Личность, открытая каждому человеку, старику, студенту или зэку, как личность, какой сотворил его Бог.